переходим на щечку. Плотным слоем наносим коллагеновый бустер. Немного по овалу. Я пока отлучалась, я смотрю, ты тут поработала серьезно с лбом. Поразглаживала и поосветляла на подбородок. И так же, как мы работали по дезинкрустанту, линейно подныриваем под угол нижней челюсти и поднимаемся к височной области. Ты даже выше поднимаешься прям, да? Да, да. Ой, к височной, даже выше височной, под ресничный край заходим, потому что напомню, что коллагеновый бустер, он осветляет, уплотняет и, главное, разглаживает мимические морщинки. При этом по височной области восьмерку делаем, спиралевидно уходим по нижнему веку, к внутреннему углу глаза, по верхнему краю бровки спускаемся вниз. Еще раз показываю. Вначале линейно. Стараемся манипулу левой рукой держать. Может быть, не очень удобно будет вначале, но вы привыкнете. Я сейчас специально показываю медленнее, чтобы вам было удобнее. И я обращаю ваше внимание, я сейчас стараюсь и в камеру смотреть, и в зеркало на себя, то есть как вы дома это делаете. При этом я подбородок выше поднимаю, то есть я не вот так вот наклоняюсь и смотрю на себя в зеркало, выше. Выше подбородок. Уходим. По верхнему веку тоже работаешь? Да, мы как будто его поднимаем. Вот она, эта зона наша поднятия. Поднимаем хвост бровки. Можно восьмерку здесь еще прокрутить. И чтобы было удобнее левой рукой, я сейчас более простой вариант покажу. Работаем спиралевидно по нижнему веку. Вот тут вот чаще всего формируются гусиные лапки. Вот до этой части, до серединки глазок, вот под зрачком. Дальше мы уходим линейно, опять-таки по брови, под бровью, выше немного и спустились вниз. Это второй был проход. Третий повторяем проход. Здесь у меня нажим посильнее. Вот когда я под угол нижней челюсти захожу, я так вот слегка прижимаю манипулу. Не сильно давлю. Тут у нас и лимфоузлы находятся, поэтому мы здесь сильно не можем нажимать. Подбородок, чтобы снять здесь спазм, потому что вот эти мышцы, мускулюс депрессор, который в напряжении, вот он здесь находится, он все время норовит опустить углы рта вниз. Так, возвращаюсь обратно. Это я дошла до серединки подбородка, вернулась обратно. И на зону вокруг глаз. Здесь мы просто спиралевидными движениями по нижнему веку. И здесь уже нажим не такой сильный, как мы работаем по овалу. Повторяем. Уже к этому моменту ваша рука должна привыкнуть. Левая рука. Нос. Здесь мелкая сетка морщин может собираться. Так что тоже прорабатываем. Лучики у глаз. Спиралевидно вниз. От наружного угла к внутреннему. Верхнее веко. И вниз. То есть мы сейчас работая по бустеру, да, в режиме плюс. Да. Какая у нас здесь задача основная решается? Основная задача совместное воздействие режима плюс на аппарате Мезоформ Про и коллагенового бустера – это интенсивное миорелаксирующее действие. Мы приводим мышцы в нормотонус. Особенно это касается зоны лучиков у глаз, проработки носогубной складки, лоб я тоже делала. Это основная точка приложения по воздействию режима плюс у Мезоформ Про и коллагенового бустера. Что касается осветляющей нашей программы Peeling Glide, это этап, когда мы работаем на режиме плюс и по коллагеновому бустеру, это уплотнение одного из слоев кожи, называется он зернистый,
что даст, скажем так, отросткам меланоцита потеряться в этой подушке зернистого слоя. То есть осветляем, Да. если просто. За счет уплотнения кожи. То есть чем кожа более уплотненная, и, скажем так, структурно вот эти все слои кожи выстроены правильно, тем лучше ее качество кожи. А в качество кожи всегда входит тон, рельеф, отсутствие морщин. Так, тут я не нанесла на верхнее веко немножко геля с коллагеном и с пептидом миорелаксирующим. Так, техника линейная. Из-под угла нижней челюсти подбородок. Здесь уходим на верхнюю треть лица. Тут у нас начинаются на виску спиралевидные движения. И спускаемся по скуловой зоне. Можно совсем мелкую такую спиральку нарисовать. Под глазами сильно не нажимаем. А если тонкая кожа, вот, чтобы она не собиралась, да, в такую складку, когда мы спиралью работаем? Ну, смотрите, в начале, да, если вот взять человека с тонкой кожей, и он вот прям внимательно смотрел все наши видео и решил начать вот свой первый уход именно с light peeling. Ну, это, конечно, будет очень похвально, но, скорее всего, кожа будет собираться на тонкой коже. Она будет собираться, потому что есть мышечная слабость, есть снижен тургор и эластичность кожи. Она будет собираться 100%. Поэтому я рекомендую всегда делать несколько программ детокс и фейслифтинг. Ну, курсом сделать там 5, может быть 7, может 10 кому-то понадобится программ детокс и фейслифтинг. Вы получаете в этот период общее восстановление всех обменных процессов. Что это значит? Это улучшение микроциркуляции, это улучшение лимфодренажа, это улучшение венотока, то есть когда идет отток венозной крови. И главное, вы восстанавливаете мышечный тонус тканей. Они приходят в норму, кожа будет уже более уплотненная, мышца в нормотонусе находится. И когда вы приступаете к каким-то глобальным программам ухода, там, например, наша безоперационная подтяжка, либо когда с коллагеновым бустером мы работаем, либо на осветление кожи, когда мы уже орудуем умело насадками, у вас кожа уже будет смещаться все меньше и меньше. С каждой следующей процедурой, вот, когда мы курсом работаем, плотность кожи будет усиливаться. И еще же дополнительно, когда мы говорим о плотности кожи, я хочу подчеркнуть, что вот манипула Constant Magnetic, базовая наша, вот она, я сейчас как раз буду ею работать, она будет за счет воздействия магнитотерапии давать более интенсивное уплотнение коллагенового каркаса. То есть в целом, если есть на тонкой коже легкое смещение, в первые там 3, может быть 5 или даже 7 процедур, не стоит сильно на это зацикливаться, смотреть. Ваша задача просто максимально интенсивно уплотнить этот коллагеновый каркас. Это не быстрый процесс, он не произойдет там за неделю, это уплотнение, но нужно просто поработать немножко, и будет очень хороший результат в плане подтяжки, плотности кожи, цвета кожи, коррекции морщин. В общем, результат фантастический. Так, я уже заканчиваю. Вот, я, кстати, по схеме здесь, да, вот сакцентирую внимание. Вот что мы здесь делаем. То, что и с левой стороны линейно движемся. Подбородочную зону. Здесь я сделала дополнительно 8 по коллагеновому бустеру, потому что тоже здесь бывает пигментация. Кстати, я говорила сегодня в большей степени про пигментацию постакне, либо там после родовую пигментацию, но сюда же мы относим пигментацию любого генеза, та же пигментация постакне, когда есть какие-то застойные явления, вначале они темного цвета, такого бордового, потом серо-буро-малинового, вот, а потом они превращаются в пигментное пятно, которое очень стойкое. С этим можно работать, просто нужно время. Так, меняем насадку на манипулу Constant Magnetic и работаем на подтяжку. Режим я ставлю биполярный, немножко добавляю времени. Интенсивность снижаем меньше, потому что
этой насадкой, когда мы работаем, можно увеличивать интенсивность. Когда переходим на манипулу Constant Magnetic, снижаем интенсивность. Наносим праймер. Что-то я на руку его нанесла, непонятно. Обычно на манипулу наношу сразу. Плотным слоем. Да, и мне все-таки удобнее манипулой распределять гель. Бустер наносила каким-то таким способом. Попробуешь, кстати, как это рукой наносить. Угу. И я сразу наношу на пол лица. На подтяжку у меня остается тоже по 5 проходов. И здесь я не начинаю от надключичной ямки, ну, где-то со серединки шеи я начинаю. Ну, если у вас одежда позволяет, то можно прям вот как по классике, по нашему видео Detox и Facелifting, начинаем от надключичной ямки. Движемся к скуловой зоне с легкой точкой фиксации. Спина ровная, голова слегка приподнята, ничего не зажимаем. Под подбородком, на подбородок. По верхнему краю нижней челюсти. Вот он, этот верхний край нижней челюсти. К мочке уха уходим вниз. Повторяем. Второй раз. Моделируем контуры. Поднимаем щечку. Поднимаем овал. Уходим по верхнему краю нижней челюсти к мочке уха. Затем поработаем с верхней частью лица, с кончика носа. То есть ты сделала 2 прохода внизу. Угу. И 2 делаю сверху. Висок поднимаем. Здесь может быть, кстати, смещение очень легко, чтобы не было какой-то такой вот, да, сборочки, складочки. Вы манипулу и протягиваете, и как прокручиваете, и вы можете ею орудовать, как художник кистью. То есть можно вот так вот держать ее под углом 45 градусов, тогда вообще никакого смещения не будет. Либо если вы идете всей поверхностью, в какой-то момент вы забыли поднять ее таким образом, можно ее так вот поднять под углом, под таким углом. Под глазом и вниз. Второй раз работаем с верхней частью лица. Здесь я ее держу под углом 45 градусов, потому что тут чувствительная у нас зона, выходят крупные нервные окончания. Протягиваем аж до зоны роста волос. Здесь всей поверхностью прижимаемся под глазами и вниз. Дальше работаем со щекой, шеей и контуром. Под подбородком, на подбородок, прямо аж под губу уходим, как будто губа лежит на манипуле сверху и вниз. Это будет уже какой? Четвертый проход. То есть можно на минимальной интенсивности это делать, учитывая, что мы сразу на лоб переходим, да, чтобы не было чувствительно. Несколько коротких таких движений по подбородку. Так, и 5-й раз делаем. То есть на лоб мне достаточно было 2 прохода, потому что я выполняла подтяжку в разных режимах. И по филлер-гелю я работала на подтяжку, и по бустеру по коллагеновому прошлась немножко. И обязательно хочется еще акупунктурные точки сделать. Под щекой, под углом рта. Сам уголок рта поднимаем. По носогубке к крылу носа. И по скуловой зоне к виску и вниз. И еще разочек. Режим биполярный у нас. 2, 3, 4. И к виску и вниз. То же самое делаем с левой стороны. Насадкой удобнее наносить праймер. И немного
верхний. На лоб можно добавить еще. Тут у меня более чувствительная часть лица, поэтому я еще меньше сделаю интенсивность. Я думаю, вы по себе это тоже замечаете, да, что левая сторона или правая может быть у кого-то более чувствительна. Так, на подтяжку начинаем с шеи. То есть подтяжка лица начинается с подтяжки шеи. Моделирующие движения, которые вытягивают контуры лица, носогубные складки, подбородок. Ты тоже сделаешь сейчас 2 прохода для лба, да? Да, и пойду на лоб. И ты там еще так щеку поддевала, интересно, вот на другой стороне. Ты работала справа? Сейчас будем тоже работать с носа. Начинаем. Подтяжка лба начинаем с подтяжки носика. Бровь поднимаем, верхнее веко укрепляем. Кожу стараемся не смещать. Под глазом, к виску. И уходим вниз. Второй раз повторяем. С кончика носа к лбу. Если вы обратили внимание, моя техника, она замедлилась слегка. Потому что мы работаем на подтяжку, и здесь все-таки нужны вот эти дополнительные точки фиксации, о которых я все время рассказываю. Так, и вниз. И с этой точки идем на подтяжку шеи, контура, щеки и подбородка. Это у нас будет 4-й проход. То есть процедура достаточно таки быстрая. Да, она динамичная, но она легкая. Главное вам запомнить, в какой последовательности, что мы применяем. Вначале дезинкрустант с минуса, потом филлер с минуса, потом бустер с плюса. И по праймеру завершаем процедуру. Под щечкой, под уголком рта, сам уголок рта. По носогубке поднимаемся к крылу носа, здесь фиксируемся и уходим по скуловой зоне вниз. И еще разок. Поднимаем вот прям как скуловую зону. Скуловые мышцы укрепляем и уходим плавно вниз. В завершении все смываем, распыляем мист и наносим флюид фотопротектор. Обязательно. За 20 минут до выхода на солнце. Ты рассказываешь, что ты смываешь, да? Все. Да, я смываю уже остатки средств. Я хочу еще сказать, да, когда вы делаете эту процедуру дома и располагаете временем, ну, вам никуда не нужно торопиться, вы можете оставить все это, что мы сейчас внедряли, на 15-20 минут. Бустер пусть поработает, филлер гель пусть поработает, подпитает вашу кожу в качестве маски на 15-20 минут. Потом умываемся. Я умываюсь ватными дисками. Это то, что часто девочки спрашивают, как смыть гель. Я умываюсь ватными дисками. Когда я делаю дома процедуру, я просто умываюсь водопроводной водой. Можно варежку использовать, кому как удобнее. Смываем хорошо до полной чистоты кожи. Потом буду мист распылять и нанесу флюид фотопротектор. Так, ну вы видите осветление? Я вижу конкретно. Я вижу в целом ровный тон кожи. Вот зоны, где какие-то там пятна наблюдала я у себя до процедуры, они осветлились. Есть общее осветление кожи, и вот в зонах, где есть какие-то пятна, там тоже стало намного светлее. Но я хочу подчеркнуть, что это мы только вот первый эффект, который видим сразу после процедуры. Он будет еще усиливаться часа через 2, и вот прям где-то
дня через 2 будет видно хорошо. То есть вот берем 20 минут, 2 часа и 2 дня. Но процедуры делаем раз в 4 дня. Вот такая математика. Так, еще умываем. То есть 20 минут, 2 часа и 2 дня, это на эффект посмотрите через 20 минут. Потом посмотрите, ну, на следующий день тоже можно посмотреть. Да. Да. Так, мист. Распыляем на лицо, прикрываем глаза и такое вот облако. Ждем, пока впитается. Потом распыляем второй раз. И можно на слегка влажную кожу нанести флюид фотопротектор. Вначале будет казаться, что он такой вот плотный, но SPF-ка у него 50, и он быстро впитывается, что самое основное, он как-то не стекает по коже. Когда немного вспотел в летний жаркий день, например, то наносим. Можно на кожу рук наносить его. Хорошо еще, что после флюида не остается такой вот белесоватости на коже, как лицо гейши, как я называю. При нанесении может быть, да, вот отличается еще, ну, потому что я не полностью распределила флюид. Но потом, когда он полностью впитался, ваша кожа, она не контурирует, допустим, да, вот участки, которые вы не покрыли флюидом, они отличаются по цвету от зоны, где вы наносили флюид. Все, он быстро впитался, и лицо не блестит, и не белое.